Продолжаем все тот же курс, который называется SQM, Software Quality Metrics. Наша задача, используя метрики для оценки качества программного кода и его всяких других характеристик, не только качества, еще и количества, еще и его глубины, широты, ширины и так далее. С помощью всех этих метрик э, мы хотим получить контроль над тем, что мы создаем, получить контроль над программистами, а программисты создают программный код. Если мы получим над этим всем контроль, то мы сможем создавать более качественный программный код, а значит, у нас будет больше пользователей, больше успешных проектов, больше денег, больше счастья, всего будет больше. Каждая компания, каждый гараж по производству программных продуктов создавал свой регламент. Вот все выдумывали свое, и все этим гордились. Каждый, как куда ни приди в то время, каждый рассказывал, у нас вот так организовано. И более того, как только этих программистов становилось больше, чем 5 в этом гараже, сразу создавался софт для этого регламента. Создавался программный продукт, который помогал ввести все эти процедуры, чтобы не на бумажке записывать, а регистрировать. Ну и в том числе была фирма Rational Software, так она называлась. Rational, вот ее название. Фирма Rational Software, которая тоже предложила такой процесс. Yet another. Подчеркиваю, этих процессов было у каждой второй команды. Но Rational Software оказалась одна из тех, на которые обратил внимание фирма IBM. И фирма IBM купила фирму Rational Software. Почему она не купила меня, мою фирму, или почему она не купила десяток других фирм? Видимо, Rational оказался более проработанный, в Rational оказался более подробно описанный этот процесс. Ну, масса факторов. Может быть, он просто действительно один из лучших был. Ну, это все в истории, то, что мы знаем на выходе, что Rational Unified Process, то есть некий унифицированный процесс разработки, описанный этим человеком и командой, которая с ним работала, оказался вполне себе пригоден для многих проектов того времени. И, на мой взгляд, остается пригодным и для проектов сейчас. Мы хотим заставить программиста работать, а ленивого программиста исключить из команды. Об этом во многом этот фреймворк. А программиста, который не хочет UML использовать, заставить использовать UML. А программиста, который не хочет писать план проекта и указывать майлстоуны строгие с датами, цифрами и дедлайнами, мы его тоже исключим из проекта или как-то накажем, заставим, как угодно. Но мы будем делать так, что все люди будут следовать правилам. Все люди будут строем ходить, скажем так. Это может не нравиться многим. Мне тоже не очень нравится ходить строем. Но когда вы подумаете о проекте целиком и окажетесь на верхушке этой пирамиды, и окажетесь человеком, который платит деньги за все это, то вы поймете, что без того, чтобы все ходили строем, у вас не получится сделать проект. Не получится. Все эти бирюзовые организации – это все путь к провалу в большинстве случаев. Иногда, в исключительных случаях, да, команда, сплоченная, с хорошей синергией, с хорошей вовлеченностью каждого члена команды, иногда может выиграть. В одном случае из 100. Но в 99 случаях из 100 эти команды будут проигрывать, они будут разваливаться, у них будет хаос, у них будет беспорядок, они будут переходить друг от друга, эти сотрудники. Будет обычный классический рынок разработки. Да, в 1% люди выигрывают, действительно. А потом всем рассказывают, мы выиграли потому, что у нас была бирюзовая организация. Ну, как это называется? Ошибка выжившего. Да, у вас получилось, но не потому, что у вас бирюзовая организация, а просто потому, что повезло. Что такое Rational Unified Process? Давайте посмотрим. Он предлагает нам организовать всю разработку, разделив ее по вертикали и по горизонтали. Что у нас идет по вертикали? По вертикали основные процессы, которыми мы занимаемся, основные активности. Их здесь всего 6, но их может быть и 16, и 20, но Rational Unified предлагает 6 основных. Представьте себе, что это 6 человек. 6 разных человек. Каждый своего цвета. Ну, например. И каждый делает что-то свое. Один записывает requirements. То есть слушает клиента и записывает, что клиенту нужно в определенном, строго определенном формате регистрации требований. Не запоминает их себе в голову, не становится чемпионом клиента, как сейчас говорят. The champion of a client. Но
а записывает их на документ, понимая, что завтра этого человека может не быть в проекте. А документ должен быть, документ с требованиями. Второй человек занимается анализ и дизайн. Анализ и дизайн. То есть он делает архитектуру системы. Он те самые квадратики рисует, соединяет их стрелочками, получается какой-то UML документ или набор документов. Вы детали можете прочитать внутри книги, там все, конечно, очень подробно рассказано, какие конкретно документы нужно создавать. Один человек занимается имплементейшеном, это мы с вами, программисты. Программист конкретно кодит, документ, он получает требования, понимает, как должно быть запрограммировано и программирует по выделенным, по поставленным ему задачам. Есть человек, который занимается тестированием, он пытается сломать то, что написал программист, и найти в этом ошибки, и регистрирует ошибки в каком-то баг-трекере. Ну и есть какой-нибудь деплоймент человек, который все это дело, как DevOps, как сейчас говорят, собирает это все и выкладывает в продакшн. Например, так. Но Rational Unified не просто сказал например, а прямо жестко сказал, у вас должны быть такие люди, и каждому человеку написал прямо шаблоны документов, которые он должен создавать. Конечно, в малой группе вы не будете делать все именно так по этим документам. У вас будет просто сил много уходить на бюрократию. Но если у вас в проекте 40 программистов, например, то вполне себе Rational Unified Process или RAP, как его называют, то он, конечно, вам очень подойдет. А дальше по горизонтали у нас идут так называемые итерации. У них там не спринты, как предложил Scrum, а итерации. Каждая итерация, она похожа на спринт, она занимает какое-то определенное время, неделю, полторы, две. Эти итерации идут один за другим, одна за другой по горизонтали во времени. Получается такой итеративный development, итеративный. И на каждой итерации мы этими активностями занимаемся в разном объеме времени. Так, ладно, давайте пойдем теперь снова к программированию вернемся. Про интерфейсы. Мы посмотрим на метрики, которые оценивают классы с точки зрения их внешнего интерфейса. Прошлые метрики на прошлой лекции были о том, что происходит внутри методов. Мы смотрели на то, как методы используют переменные атрибуты внутри класса. И на основании того, какие связи между ними существуют, мы делали вывод о том, кохизив класс или нет. Насколько он собран, насколько он взаимонеобходим, насколько все его элементы нужны друг другу. Здесь другой подход в этих метриках, которые сегодня. Они предлагают посмотреть на интерфейсы, посмотреть на то, что у интерфейса, у класса снаружи. У нас есть некий shape, некий образ. У этого шейпа есть нету ничего. У этого шейпа есть один единственный метод area. Мы можем посчитать площадь этой фигуры. И дальше Circle имплементирует этот shape. Видите, такая стрелочка. Это я использую давно забытый UML. Это стрелочка с такой пустой на конце стрелой. А это визуальный элемент показывает, что Circle наследует свойства shape. То есть то, что можно сделать с shape, можно сделать с Circle. У Circle тоже есть area. Мы этот area можем вызвать и посчитать. И когда сюда к нам приходит в некий метод main, приходит shape, мы не знаем точно, что к нам пришло. То ли это пришел circle, то ли это пришел какой-нибудь rectangle, который тоже может быть, может наследовать свойства этого шейпа, или какой-нибудь еще, допустим, ну, я не знаю, такой полигон, который тоже наследует свойства этого circle. То, что попадает в main, видите, стрелочка жирненькая, показывает, что main использует shape. Main не знает, с кем он работает. Это называется полиморфизм. Полиморфизм – это когда к вам приходит объект, и он имеет полиформы, много форм. Вы точно не знаете, какая это в данный момент. То ли circle, то ли полигон, то ли rectangle. Что-то к вам пришло. А вам и не интересно знать, что пришло. Вы просто вызываете функцию area, и там как-то разберутся. Те, кто к вам пришел, они сами разберутся. Если это circle, там посчитают одним способом, если это rectangle – другим. Это основа объектно-ориентированного программирования и не только, полиморфизм. Но нас интересует декаплинг. Это называется, декаплинг мы учили с вами на лекции номер 6, по-моему, где мы говорили, что хорошо бы сделать так, чтобы main никогда не узнал ни про полигон, ни про circle, ни про rectangle. Вот эти связи, которые я сейчас нарисовал, они вредные. Их желательно, чтобы не было.
чтобы функция main никогда не узнала об этих трех существах, а знала только об одном, о shape. Поэтому мы эти связи удаляем. Каким образом? Мы делаем декаплинг между main и circle. Вот эта связь, она убирается через интерфейс. Это очень good так делать. Делать так, что когда к вам приходит, что... Вообще правило очень простое. Если вы пишете функцию, и в эту функцию вы принимаете конкретный класс, например, circle, это плохой дизайн. Вот такое простое правило себе заучите, и у вас все будет хорошо. Вы всегда должны как аргумент принимать интерфейс, не конкретный класс. Метрика была предложена следующая. CAMC. Предложили ее, как вы видите, давно. Она показывает relatedness методов в интерфейсе, используя список параметров, которые для этого метода. То есть у вас есть некий интерфейс, в нем определены методы, например, area, как мы сейчас видели, но их обычно больше. И дальше мы смотрим, какие параметры к ним приходят. И потому, насколько они между собой related, мы определяем, насколько эти методы принадлежат одному интерфейсу. Давайте на примере посмотрим, о чем идет речь. Представим себе, что это C++. Вот я вас так немножко потренирую на C++. Представьте, что у вас класс, в котором вот эти методы, которые слева, 6 методов, 7. 7 методов всего у вас. 7 методов, включая конструктор и деструктор. Давайте расставим теперь по горизонтали типы, которые используются в описании этих методов. Смотрите, вот первый метод, это конструктор. И вот его типы. Раз, два, три и 4. И здесь мы ставим единички. Смотрите, alert type используется, байт используется, bitmap используется, и звездочка текст, здесь он вообще не указан почему-то. Ну, я думаю, что это ошибка здесь, просто опечатка здесь не звездочка, а char звездочка. Вот так я думаю. В общем, здесь 3 единички, по какой бы то ни было причине. Какие используют типы? Это я взял картинку из статьи, поэтому пытаюсь вот как-то согласовать то, что мы видим слева, с тем, что мы видим справа. Дальше. У деструктора, вот вам табличка, у деструктора нет ни одного типа. У этого товарища один, тоже ни одного типа. У этого чар со звездочкой. У этого чар со звездочкой и лист, VA-лист. Здесь тоже пусто, здесь чар со звездочкой и int. Вот такая матрица. Матрица зависимости. Дальше мы считаем k – это количество методов. В данном случае это у нас 6. И L – это у нас количество типов. В данном случае, точнее, это у нас 7, а здесь у нас 6. Здесь 7, а здесь 6. Понятно? Это не высшая математика, здесь несложно. А потом считаем, собственно, метрику, которая называется CAMC, которая считается следующим образом. Мы складываем все, что можем сложить из этой таблицы, а именно все единички, 3, 4, 5, 6, 7, 8, я так понимаю, их здесь. Вот эта сумма – это сумма всех единиц. Ну, здесь не всегда могут быть единицы, вы понимаете, да? Если, допустим, они дважды используют, если, например, в каком-то методе был бы чар звездочка, то была бы двойка там в этой матрице. Получаем цифру 8, и дальше делим 1, и дальше мы делим единицу на 7 умножить на 6 и умножить на 8. То есть получается 8/42. Вот как-то так. И по идее, чем у нас выше эта цифра, тем выше cohesion. Ну и вот цитата нашего любимого автора, это одна из его книг. Он, кстати, большой адепт Agile тогда был, я не знаю сейчас как, мне кажется, сейчас он немножко не такой уж большой адепт Agile, но это одна из его центральных книг, он один из авторов Agile, Роберт Мартин. Он говорит, что классы, у которых толстые или fat интерфейсы, то есть интерфейсы, в которых много методов, это те классы, которые не cohesive. Чем больше у вас в интерфейсе методов, если вы потом от этого интерфейса имплементируете класс, то ваш класс будет не cohesive.
Вы можете их разбить на части. Точнее, он говорит, это означает, что интерфейсы такого класса can be broken. Их можно разбить. Поскольку их там очень много, то они как бы напрашиваются на то, чтобы быть разделенными. Несколько лет назад вместе с Высшей школой экономики, кстати, вместе с несколькими студентами Высшей школы экономики делали исследование. Это было в 2021 году. Эти студенты уже давно закончили, но исследование осталось, статья осталась опубликованная, участвовало несколько профессоров вышки, мы немножко помогали со своей стороны и студенты. Вот они сделали следующее. Они сравнили несколько метрик, которые мы с вами изучили. Мы изучили с вами все, кроме вот этой одной. PCC мы не изучили, ну и ничего страшного. Они взяли 7 метрик и взяли некий набор Java классов и посчитали на этих Java классах, на их методах, точнее, на этих Java классах, посчитали cohesion, используя разные метрики, а потом посмотрели, что эти метрики говорят. Одни метрики говорят, что ваш класс очень cohesive, а другие говорят, нет, он не cohesive. И вот обнаружилась интересная такая интересная, точнее, не закономерность, а интересная корреляция. Там, где цифра выше, это значит корреляция сильная. Там, где цифра ниже, ниже нуля, корреляция отрицательная, то есть в обратную сторону. Одна метрика говорит, что класс cohesive, в то время как другая метрика говорит, что он не cohesive. Например, метрика TCC и метрика MAC, они между собой TCC и, TCC и LCOM. Что-то я не то вам сказал. TCC и LCOM. Если вы посмотрите на метрику TCC и на метрику LCOM, то они диаметрально противоположные взглядов придерживаются относительно Java класса. А если вы посмотрите на LCOM 5 и LCOM 2, то они, конечно, друг с другом совпадают в позиции. Ну и остальные тоже. Вот, допустим, NHD, который мы сегодня посмотрели, и LCOM 2. Она, видите, ну так, 0,5. Корреляция есть, но слабая. А это вообще отрицательная корреляция, минус 0,75. Это значит, что кому верить, вот просто у вас будет один и тот же класс, и они скажут совершенно в разные стороны. Один скажет класс cohesive, а другой скажет нет. И это сделано на большом объеме классов. Вы можете статью открыть, там сказано, какое количество классов было проанализировано. Это не на одном классе, это на сотнях, на десятках тысяч или, может быть, даже на сотнях тысяч классов такая аналитика. И дальше принимайте решения сами. Одна из первых статей, которая достаточно популярная и на которую опираются, такой сет метрик, называется MOOD, Metrics for Object-Oriented Design. Был предложен в этом муде порядка 6 разных метрик. Мы рассмотрим 4 всего. Нет смысла рассматривать все подряд. Ну, 4, даже 5 мы рассмотрим. 5 они как бы интересны. Вот. Не думаю, что вы будете их активно использовать, но вы должны понимать, что раз эти метрики существуют, значит, с этой стороны люди смотрят на ваши объекты. Давайте посмотрим. Метрика называется Method Hiding Factor. Мы берем общее количество методов и смотрим, сколько из них имеет modifier private. И делим на общее число методов. Один метод у нас private, всего у нас их два. У нас получается MHF этого класса 1/2, то есть 0,5. Видимо, я так понимаю, что чем выше MHF, а даже не знаю, вот я думаю, никакой здесь вывод. Я хотел сказать, чем выше MHF, тем лучше, но так это было бы странно, нам же нужны публичные методы. Поэтому я бы даже сказал, в моем мире, в моем понимании ООП, наверное, чем ниже MHF, вообще в идеале он должен быть нулю равен, потому что я, например, считаю, что приватные методы – это пример плохого дизайна. Если у вас в объекте есть приватные методы, то значит вы имеете какой-то функционал внутри объекта, который нужен только вашему объекту, и вы его не отдаете наружу. Но внутри вашего объекта он реиспользуется. Ведь для этого вы и создали приватный метод. У вас был какой-то большой публичный метод, например. Ну, скорее всего, чаще всего так создаются приватные методы. Был какой-то большой публичный метод, вы увидели, что есть какой-то функционал, который было бы неплохо вынести в сторону, потому что он является, ну, отдельно стоящим функционалом, вполне себе достойным того, чтобы его можно было реюз дальше, даже если один раз.
Вы выносите этот функционал в отдельный приватный метод и его вызываете из основного публичного метода. Получается такой reuse. Хорошо, если вы вызываете его из двух из двух паблик методов. Тогда у вас прям настоящий reuse получается. Но и из одного метода это все равно в какой-то степени reuse. Может быть, без приставки re, просто use. Но в этом случае вы запрещаете reuse снаружи. Вы выделили какой-то функционал, но не доделали свою работу. Вы могли бы из него сделать публичный класс. Вы могли бы из него сделать полноценный функционал, полноценный объект. Может быть, даже несколько объектов. Но вы не сделали этого. Вы оставили его внутри этого класса. К чему это приведет? Во-первых, это напрямую и чаще всего приводит к дублированию такого функционала в других классах. Там где-то потребуется что-то подобное, и поскольку вы то, что у вас здесь в приватном методе, не показываете наружу, то там в соседнем классе не будут вас использовать и не займутся тем, чтобы из вашего приватного метода делать каким-то образом публичным. Делать его паблик, нарушать инкапсуляцию, думать, зачем вы сделали его приватным, какая была логика. Этим мало кто будет заниматься, кто не хочет трогать ваш класс. То есть вы имеете шанс на reuse, но его не используете. Идем дальше. Следующая метрика называется Attribute Hiding Factor. Сколько вы скрыли атрибутов в приватное состояние. Здесь вообще все понятно. Если у нас HHF стремится, этот AHF стремится к нулю, то все хорошо. К единице. То есть у нас должна быть здесь единица. У нас должны быть все атрибуты в идеале приватные. Вы можете взять репозиторий, сделать какой-нибудь чекер, несложный инструмент, который пройдет по всем классам и посчитает AHF у всех классов, и на выходе сделать некое среднее число по всему репозиторию. Если у вас будет не единица, то значит у вас какие-то проблемы, вы вполне можете программисту сказать, что он должен это дело исправлять. Здесь, наверное, очевидно. Эта метрика вполне понятная. Я думаю, не нужно даже объяснять, почему мы хотим, чтобы все атрибуты были приватные. Следующая метрика называется метод inheritance factor. Это все было предложено в 1994 году, 30 лет назад. Вы должны понимать. Метод inheritance factor – это отношение унаследованных методов к общему числу методов. В данном случае, смотрите, у нас метод content, кто Java знает, он унаследован, потому что есть аннотация override. Это значит, что он прибыл из интерфейса, или в данном случае из класса под названием material. И общее число методов у нас двойка. 1 к 2 равняется 0,5. Хорошо ли это или плохо? Вот здесь сложно сказать. Наверное, я вообще в принципе против inheritance, но здесь может быть не inheritance, здесь может быть, например, implements слово. Если здесь будет implements, то это значит, что мы имеем дело не с implementation inheritance, а с subtyping. То есть book является инстансом типа material. С этим все окей, это не inheritance. И тогда я бы сказал, окей, тогда я свое мнение выражу. Тогда я бы сказал, что эта метрика, она должна стремиться к единице. Я думаю, что хороший дизайн – это когда у каждого метода есть вот такая аннотация. У всех методов есть override. Это значит, что ваши классы имплементируют некий дизайн определенный в некой системе типов, в некой архитектуре типов, даже не системе типов, а в некой иерархии типов. Есть какая-то иерархия, где есть один тип, у него подтипы, у тех еще подтипы, а ваши классы, они встраиваются в эту иерархию. И таким образом вы обеспечиваете декаплинг клиента от вашей имплементации. Клиент всегда будет опираться на информацию о типах и на эту иерархию. И будет из нее черпать необходимые знания. Как именно вы имплементируете какой-то тип, для него будет не так важно, будет работать полиморфизм, то есть он видит тип material и знает, что это может быть book, это может быть journal, это может быть paper. Это не важно, потому что он знает, как работает material, он знает его интерфейс. Это идеальный дизайн.
идеальный объектно-ориентированный дизайн, когда у вас в каждом методе есть аннотация override. Они все из интерфейсов пришли. И это вполне можно измерить через вот такую метрику MIF. Следующая метрика, у нас их всего 5, как я обещал, это четвертая, называется Attribute Inheritance Factor. AIF определяется как отношение inherited атрибутов ко всем атрибутам. В данном случае у нас есть некий material класс, мы его здесь экстендим. У нас благодаря этому экстеншену и благодаря слову protected у нас в этом классе, в классе book, будет два атрибута title и content. Кто Java знает, понимает, как это работает. Мы из родительского класса унаследовали атрибуты. В моем мире ООП я считаю, что это должно быть нулю. Эта метрика должна равняться нулю. То есть никаких атрибутов мы не должны получать и наследовать из родительских классов. Вообще слово protected – это большое зло в моем понимании. Почему? Потому что таким образом мы создаем дополнительный каплинг, дополнительную связь между дочерним классом и родительским. Она и так существует благодаря inheritance, что плохо. Но когда там атрибут protected, это значит, что в моем дочернем классе находится функционал, который я не вижу, не контролирую, и я его не писал. Он находится где-то сверху. Теперь представьте себе, у нас есть верхний класс, от него 3 дочерних класса, и в этих 3 дочерних классах этот функционал присутствует. И protected атрибуты, и protected методы. И теперь мы меняем что-то в верхнем классе. Это приводит к изменениям во всех 3 дочерних классах в непредсказуемом порядке. То есть те, кто там программируют, программисты этих подчиненных классов, они внезапно у себя видят, что функционал поменялся. Это крайне опасная ситуация. Она может казаться удобной для программиста, как будто бы мы, таким образом, code once, use everywhere. Мы в одном месте закодили, а они все одновременно используют. К сожалению, такой дизайн частенько можно увидеть в Apache репозиториях, всюду. Такой старый Java код, если посмотреть какие-нибудь там Apache Hadoop, какой-нибудь Apache Maven, открыть исходники, вы увидите там это повсеместно. Почему-то программисты 90-х и прочих, и таких ранних годов, им казалось это очень здорово, этот inheritance, и его юзали везде. Везде, где нужно было reuse функциональность, они говорили: окей, если вам нужна функциональность отсюда, вы меня inherit, вы меня наследуете и получаете доступ ко всему, что здесь, и когда мы здесь поменяем, у вас везде поменяется. Это совершенно порочная практика. Нужно вместо этого использовать композицию. Об этом можете прочитать в интернете. Composition over inheritance – это правильный подход к дизайну реиспользования кода. Последняя метрика из этой статьи, называется она полиморфизм фактор. Значит, что такое полиморфизм factor? Это количество методов, которые редефайнят inherited методы. Что происходит? У нас есть родительский класс, мы опять его наследуем. У него есть класс, у него есть метод content. Метод content к нам сюда приходит. Он тоже присутствует в классе book, поскольку мы его инхеритим. Это те самые колеса, которые мы забираем из чужого автомобиля. И добавляем сюда еще свое. Мы title доклеили свое, а контент к нам пришел сверху. В итоге у нас вот здесь в book 2 метода. 2. Из них, как мы посчитать PF? PF считается как, какое в этом случае у нас было количество методов, которые мы могли переопределить. 1. Это метод content. Но мы его не переопределили, мы добавили просто title. Поэтому 0 переопределили, 1 могли переопределить. В итоге у нас получается 0. Я думаю, что если вы не используете не используете inheritance, то у вас здесь будет в знаменателе будет 0, и в числитель уже и не важно. То есть у вас этот PF будет, не знаю, какой-то неопределенный, потому что у вас будет и 0 здесь, и 0. 0 делить на 0, единица будет, наверное. Я так думаю. Логика этого, конечно, скажете, на 0 делить нельзя, но если 0 на 0 делится, то у меня такое ощущение, что это должно сокращаться, и в итоге получаться единичка. В мире метрик. Давайте подумаем, если у вас много, допустим, было, допустим, вы могли переопределить 5 методов.
Хорошо, 15. Вот у вас есть inheritance, причем у вас дерево инхеритансов, у вас есть родительский класс, у него еще один родитель, у него еще один родитель. И суммарно вся эта елочка попадает к вам с 15 методами, которые пришли от родительских классов. И вы можете их все 15 переопределить, но вы переопределяете только один. Вот в этом случае, наверное, у вас, ну, я бы сказал, что в этом случае, наверное, дизайн, черт его знает, наверное, лучше, чем если вы все 15 переопределили. Я так думаю. Хотя, ну, такой мир такого грязного программирования, что я даже не знаю, какой здесь вывод делать. Ну и вот такая статья, это был 94 год, в 98-м, через 4 года после их статьи, опубликовали еще одну статью, другие авторы, я вам решил ее привести, научная статья, они сделали такую расчет. Помните, как метрики назывались, да? Mood Metrics, это из прошлой статьи. Что они сделали? Они поставили по вертикали те метрики, которые мы с вами видели, не все, мы вот эту метрику не рассматривали сегодня, по-моему, вот эту не рассматривали. Мы с вами посмотрели эту и эту. 4, или я уже забыл, что мы посмотрели. Ну, в общем, не принципиально. Они поставили по вертикали те метрики, которые написали эти авторы этого мут коллекции, и 9 разных проектов, 9 коммерческих проектов. И дальше показали, какие проценты в проектах они обнаружили в 98 году. Ну вот, например, полиморфизм, или как там, какой мы смотрели только что с вами? Полиморфизм фактор, да? Мы с вами говорили, что мы спрашивали, как лучше, так или так. Давайте посмотрим, что оказалось в реальных проектах. Полиморфизм фактор. Видите, какой он? Он очень невысокий. То есть, видимо, это, ну, так люди и делают. Они берут то, что пришло, весь этот винегрет, и не трогают его, немножко меняют. Ну, вот вам 6% получается от возможного. Могли 100% переопределить методов, а переопределили только 6%. Ну и так далее. Некие цифры. Вы можете, это 98 год, ну, можете сами, давайте еще раз посмотрим какую-нибудь еще метрику. Атрибут inheritance factor. Мы с вами говорили, что единичка это плохо. AIF. Давайте посмотрим, что у нас здесь. AIF. Вот он. 32, 36, 19, 26, 46 вот здесь. Ну, какие-то такие цифры. Сколько из этих проектов программистов бьет по рукам за превышение каких-то пределов этих метрик? Я думаю, 0. Что было бы, если бы программистов стали бить по рукам? Это вопрос открытый вам для изучения отдельного. На всех лекциях мы пытаемся, я точнее пытаюсь, использовать те или иные метрики как опору для рассуждений о том, что такое качественный код. Не воспринимайте этот курс или эту конкретную лекцию как попытку навязать вам или заставить вас мыслить в терминах одной конкретной метрики или просто представить вам информацию, или даже не так, не то чтобы представить, а моей целью не является научить вас каким-то метрикам. Это совершенно не про это курс. Хотя это может так показаться. Мы идем лекция за лекцией, на каждой из лекций мы разбираем определенный или метрику одну, или их набор. Но это не главное, это не то, что я хотел бы вам передать, не те знания, которые я хотел бы передать, и более того, я в этих знаниях не специалист. Я эти метрики, многие из них, узнал во время подготовки этого курса. Я 10 лет назад или 5 лет назад совершенно о некоторых из них не слышал. Так что я вместе с вами узнаю об их наличии. Но опираясь на эти метрики, я могу вам рассказать в целом о разработке софта и в целом о качестве, уже используя те знания, которые я накопил за последние 30 лет, разрабатывая софт. Вот так. Ни в коем случае этот курс не является курсом о метриках. Это совершенно было бы скучно, и я бы это вам не рассказывал. Мы хотим избежать дублирования кода. Вообще, в моем понимании, дублирование кода это это один из самых больших грехов программиста. Когда мы имеем дубликаты кода, и они бывают разные, эти дубликаты. В самом простом случае, и мы это дальше сегодня посмотрим, это действительно просто copy-paste. Из одного места кода вставили в другой, работает и там, работает и здесь. Это примитивное клонирование, как будет позже показано, это клонирование первого типа. Всего их 4 типа этих клонирований. И каждый раз, когда мы это делаем, мы, в общем-то, расписываемся в своей профнепригодности. Так я это понимаю. Мы закладываем
бомбу, мину замедленного действия на будущую разработку, к будущим программистам, к тем, кто придет после нас в эту кодовую базу. Это прям главный признак непрофессионала, если в коде допускается хоть какое-то дублирование. Дублирование логики, дублирование смыслов, дублирование форматирования, дублирование артефактов, дублирование тестов. Любое дублирование, если что-то вы делаете в двух местах одно и то же, и вы это не увидели как программист, вы не сообразили, что здесь идет повторение одного и того же, это признак вашего непрофессионализма. И это приходит со временем. Я сейчас говорю я сейчас называю этих программистов непрофессионалами не в негативном контексте, а лишь чтобы показать, что у них просто не было достаточно времени, чтобы наработать этот навык. Это просто действительно вопрос времени. Extreme Programming. Вы, наверное, знаете такой термин Extreme Programming. Целая книга на эту тему была. А потом после этого еще был целый ряд и книг, и публикаций, и конференций, и много шума относительно этого. Очень здорово, очень рекомендую вам почитать и эту книгу прочитать, и вообще обратить внимание на Extreme Programming, автором которого является Кент Бек. Он на экране, весьма заслуженный и очень уважаемый в индустрии человек. Мы, по-моему, на прошлых лекциях не смотрели на его творчество, так что стоит обратить внимание. Он тоже, это 2000 год, он тоже в своей книге про Extreme Programming говорит о том, что это важно eliminate, то есть удалять дублирующуюся логику в системе. И говорит, к чему это приведет. Посмотрите, он говорит о том, что если вы будете этим заниматься, то у вас будет появляться много маленьких объектов. Для тех, кто в объектно-ориентированном программировании как-то понимает или старается понимать, должна быть знакома эта дилемма. Как дизайнить систему? Она должна состоять из большого числа малых объектов или в ней должно быть несколько, но больших объектов. И часто очень можно слышать критику такого чистого ООП, содержащую в себе главный посыл. Вы со своим ООП, таким чистым и красивым, приводите кодовую базу к ситуации, в которой слишком много объектов появляется. И они очень маленькие. В одном объекте 2 метода, в другом объекте 1 метод, в третьем объекте 2 атрибута, 1 метод. Это все трудно понимать, что о чем, трудно поддерживать и так далее. Мое мнение противоположное. Я считаю, что это хорошо, когда в системе lots of little objects, много малых объектов. Потому что каждый из них, естественно, помогает нам в том числе устранить дубликаты. Если у вас один большой объект, например, у вас объект, который занимается чтением контента из файла и переноса этих данных в базу данных, при этом фильтруя и удаляя пробелы. У вас такой сильный, мощный, единый класс, который умеет делать все. И читать из файла, и фильтровать, и сохранять в базу данных. Такой единый пайплайн в одном классе. В этом случае дублирование удалить будет сложно, потому что другой рядом находящийся класс, который читает из консоли, потом фильтрует пробелы и еще фильтрует что-то еще, и потом сохраняет файл, например. Это другой совершенно функционал, в нем другая имплементация, и он тоже целостный файл. У вас получается 2 достаточно крупных файла. Если вы начнете заниматься удалением дубликатов, то у вас появится вместо 2 файлов 6 файлов, 6 классов. Один, который умеет читать из файла, другой, который умеет писать в файл, один, который умеет фильтровать, другой, который умеет читать из консоли, третий, который умеет писать в базу данных. 5 файлов получится. Плюс еще нужны будут обертки, то есть те файлы, те классы, которые инкапсулируют все 3 и умеют делать целиком пайплайн. У вас получится не 5, а 7 классов. Вот вместо 2 у вас уже их 7. Если вы захотите еще как-то устранить дублирование, то у вас будет их еще больше, еще больше. У вас получается система более, на мой взгляд, более понятная, поскольку она состоит из малых фрагментов, и каждый фрагмент имеет свой изолированный функционал. Она более тестируемая, потому что у вас будет вместо 2 тестов для 2 больших классов, у вас будет 7 тестов, написанные для 7 отдельных классов. Появляется больше
более удобная поддержка всей системы, она более тестируемая, более понятная. Но это, конечно, все при условии, что вы хорошо продумали эту декомпозицию, что у вас хватило мозгов сделать это правильно. Тут вы спрашиваете, Максим спрашивает, кто будет платить за рефакторинг? Бизнесу не важно, в каком состоянии кодовая база, применяются ли паттерны при разработке. Ну, это, смотря какому бизнесу это, во-первых, не важно. Да, некоторому бизнесу важно. Но если даже бизнесу не важно, то вы, как архитектор, не должны об этом рассказывать бизнесу. О том, что вы делаете рефакторинг. Вы просто в свой бэклог сабмитите тикеты. Пишите 3 тикета для ваших 3 программистов. Для Саши, для Пети и для Маши. Эти новые тикеты ложатся в бэклог. Кто из вашего руководства будет вникать, что вы за тикеты создали? Обычно этого не происходит. Никто на уровне компании не будет смотреть на детали разработки. Будут смотреть в итоге на концовку. За месяц вы закрыли 120 тикетов и написали 20 или 50 тысяч строк кода. Ну и хорошо. Это детали вашей разработки не особо интересны. Вы как архитектор должны просто в целом быть уверены в том, что вы идете в правильном направлении. А устранение этих дубликатов, клонов, это однозначно движение в правильном направлении. Вы таким образом помогаете команде. А вот если вы не делаете этого как архитектор, а просто сидите и смотрите за тем, как люди индивидуально закрывают свои блоки кода, свои задачи, свои модули, в итоге все это как будто бы работает, но duplication растет. И там, и там, и там появляются естественным образом дубликаты. Это неизбежный процесс. Потому что иногда программист, видя, допустим, какой-то модуль, ему нужно этот модуль использовать каким-то образом, он его использует по-своему, при этом имплементируя определенный алгоритм использования этого модуля. Другой программист тоже хочет использовать тот же модуль. Он тоже имплементирует алгоритм использования этого модуля. Вот получается 2 имплементации. Они чем-то похожи. Хорошо, если они короткие, по пару строчек. Но они могут быть и длинные. Одно из первых, наверное, упоминаний этого dead code термина, что ли, или такого явления, как dead code. Авторы нам говорят, что dead code – это тот, который has been used in the past, то есть его когда-то использовали, но в текущий момент он never executed, он никогда не выполняется. Never – вопрос, сами понимаете, неоднозначный. Что такое never? Как мы можем доказать это never? Можем ли мы вообще, глядя на программу, в общем случае доказать, что какой-то ее компонент никогда не выполняется? Это вопрос открытый. Вы, наверное, знаете, что доказать такие вещи чисто теоретически не представляется возможным. Мы не можем сказать, как программа себя будет вести в общем случае. В частных случаях можем, в каких-то элементах можем это показать. Как, например, в примере выше, где мы сравнивали цифру с другой цифрой. Ну и дальше их вывод. Они говорят, что этот мертвый код, он hinders code comprehension. Comprehension, то есть понимание. Он затрудняет понимание того, что написал программист. А мы обсуждали много раз, что понимание кода, его maintainability, его читаемость, это главный критерий качества до того, как код попал к клиенту. Когда он уже попал к заказчику, то там критерий качества – это, конечно, количество багов в рантайме, которые имеет возможность или имеет удовольствие лицезреть конечный пользователь. Но все, что случается до этого, не знаю, на 90% определяется именно читаемостью и поддерживаемостью кода. Если код легко читать и понимать и поддерживать, то вы достигли успеха. Они нам говорят, что мертвый код навредит. Мы с этим согласны. Еще более свежая статья. Они говорят, что даже это целый investigation у них, смотрите, видите, multi-study investigation into dead code. То есть люди этим интересуются. Исследования идут в этом направлении, хотя раньше их не было. Сейчас, кстати, будет, вот здесь они об этом говорят, смотрите. Они говорят, что это общий феномен от того, что этого dead code, и он, всем известно, что он harmful, известно, что это проблема. Но тем не менее, кажется, что эта проблема получила очень небольшое очень внимание от комьюнити, особенно от research комьюнити. То есть мало было исследований в этой области, и мы толком не знаем, к моменту написания этой статьи, они об этом говорят, мы не имеем
широких фундаментальных знаний о том, какие причины появления этого кода, почему он там появляется, как долго он там существует, какой негативный эффект количественный он привносит в разработку. Этих исследований нет. Мы посмотрим чуть позже, они появились, вот буквально в последние несколько лет, но до этого их действительно не было, и эта тема очень интересная. Может быть, их не было таких в таком большом количестве и так фундаментально, потому что, может быть, кода было в те времена поменьше, чем сейчас. Может быть, он не был так доступен, не было гитхаба, не было таких площадок удобных, где можно было бы open source библиотеки смотреть так широко, в свободном доступе и удобно. Это моя догадка просто интуитивная, почему так произошло. Видимо, накопило человечество уже миллионы строк кода или миллиарды строк кода, и пришло время, наконец, взглянуть на них и решить, что же из них примесь, а что из них нормальный продукт. Вы пишете, что мертвый код может выполнять роль документации или теста. Может, наверное, но я бы посоветовал бы документацию написать или тест, а не опираться на мертвый код, который случайно попал в репозиторий и, как мы уже понимаем, попал туда в самом начале, будучи мертвым. То есть прямо на старте программист заложил эту ошибку. Он сразу сделал этот шум туда, внедрил в репозиторий. В большинстве случаев происходит именно так. Наверное, для вас я дам практический совет. Наверное, нужно стараться этого мертвого кода делать поменьше и на старте думать, программировать и систему, и рисовать ее по принципу, могу ли я что-то удалить из того, что я нарисовал. Нужно ли все то, что я написал? Могу ли я сделать короче то, что я написал? Могу ли я срезать где-то лишнее? Старайтесь не делать ничего про запас. Не добавлять в репозиторий то, что там может пригодиться в будущем. Не делайте этого. Только пишите то, что нужно сейчас. То есть никаких на будущее разработок я бы не рекомендовал делать. То есть такой минимализм, здоровый минимализм, он должен, по идее, вам хорошую службу сослужить. Помочь избавиться от этого мертвого кода. Несколько лет назад мы опубликовали статью. Я, точнее, тут один автор, кое-кто мне помогал как-то в этой работе, но в основном это, конечно, моя идея была. Предложил я такую метрику, называется volatility исходного кода. Я вам расскажу в 2 словах, как она работает, может быть, вам было бы интересно. Представьте себе, что мы по горизонтали, вот на этой картинке, расположили классы, файлы в репозитории. А по вертикали поставили количество изменений, которые к этим файлам сделаны за всю историю жизни репозитория в штуках. Допустим, вот у меня, например, к примеру, допустим, у нас в репозитории всего 20 файлов. Вот как здесь вертикальных этих полосочек, вот столько у меня файлов в репозитории, 20 штук. Этот файл мы меняли 100 раз. Этот файл мы меняли 7 раз. Этот файл мы меняли 3 раза. Этот файл мы меняли 15 раз и так далее. И дальше мы их сортируем так, чтобы получилось примерно такое вот распределение нормальное. И после того, как это получилось, мы пытаемся посчитать среднее арифметическое у этой конструкции. Вот она, вот эта вот красная полосочка средняя арифметическая. А потом считаем варианс, это, по-моему, по-русски квадратичное отклонение. Или как-то это правильно по-русски называется. То есть мы берем между каждой точкой, берем разницу между этим значением и значением μ, возводим это в квадрат, потом это все суммируем и делим на общее их количество. Получаем некий варианс. Так вот, предполагается, что можно этот variance использовать как метрику cohesiveness репозитория. То есть, если в репозитории все файлы примерно с одной частотой изменяются, то у вас variance будет равен нулю. Если у вас, представьте, в репозитории 100 файлов, и каждый файл вы поменяли 1 раз, то у вас эта формула выдаст вам нолик. И чем эта цифра выше, тем, значит, у вас больше разбег между интенсивно изменяемыми файлами в репозитории и менее интенсивно изменяемыми файлами в репозитории. И это плохо, в моем
пониманий. Мне кажется, что этот варианс или волатильность репозитория должна быть пониже. Нужно ее пытаться свести к нулю. И тут давайте я вам сейчас покажу статистику некую из этой статьи, которую мы собрали на нескольких репозиториях, и увидели, что чем файлов в репозитории становится больше, по горизонтали у нас идет количество файлов в репозитории, причем логарифмически. То есть цифра 4 означает, что их 10 тысяч. Вот цифра 4. А по вертикали тоже логарифмическая шкала, она показывает тот самый варианс. И получается вполне очевидная, визуально очевидная зависимость между размером репозитория и variance. Чем у вас меньше репозиторий по количеству файлов, тем меньше у вас будет variance. То есть они будут ближе друг к другу по частоте изменений. И это в моем понимании хорошо. Переходим ко второй теме нашего занятия, а именно к монолитным репозиториям. Если у вас репозиторий, вы, наверное, понимаете разницу между монолитными репозиториями и монорепозиториями. Давайте не путать монолитные архитектуры и микросервисы. Это другое. Монолитная архитектура – это архитектура, в которой в продукте внутри все функции представлены одновременно. И в базу данных она умеет ходить, и юзер-интерфейс она умеет показывать, и большую языковую модель она внутри себя включает, она и погоду измеряет, она и банковский счет ведет, все в одном. Это называется монолитная архитектура. А когда архитектура состоит из микросервисов, то вот у нас один сервер со своим веб-интерфейсом, он умеет данные хранить, второй сервис у нас умеет погоду высчитывать, третий сервис у нас умеет языковую модель поддерживать и так далее. И они между собой общаются через какие-то HTTP-запросы или через какую-то шину данных, через что-то такое. Это другое, мы сейчас не про это. Я вам сейчас предлагаю подумать о устройстве репозитория условно на GitHub. Вы можете хранить ваш продукт либо в виде монолитного репозитория, то есть репозитория, в котором все вместе. У вас там и UI, и юзер-интерфейс, и бэкэнд, и фронтенд, и функционал, и вспомогательные библиотеки, и документация. Все в одном большом репозитории. Это монолитный репозиторий. А второй подход – это когда у вас много репозиториев на GitHub. Допустим, представьте, у вас точка хранения – это GitHub. И там у вас много микрорепозиториев. В одном у вас документация, в другом репозитории у вас фронтенд, в третьем у вас бэкэнд, в четвертом у вас база данных и ее окружение и так далее. Вот как лучше? Как правильнее организовать хранилище исходного кода? В монолитном репозитории или в большом количестве разных репозиториев? Я считаю, что в разных. И я убежден в этом. Но всякие фирмы типа Google и прочих считают наоборот. И я вам сейчас покажу, что они говорят и почему они считают наоборот, и посмотрим, кто прав. Ну, во-первых, они говорят, инженеры в Google, это Google опубликовал, 2018 год, мы предпочитаем, strongly prefer, очень предпочитают монолитную репозиторию, потому что visibility выше и simple dependency management. Аргументы понятны. Первый аргумент, мы все видим перед собой как на ладони, мы открываем один репозиторий, по нему поиск, там можно найти все файлы, вот структура всех директориев, все перед глазами. Ну и второй, dependency management. Если у вас бэкэнд зависит от фронтенда, и фронтенд у вас в версии 12, а бэкэнд у вас в версии 10, то у вас будут нестыковки. Они, возможно, будут друг с другом не работать. Если у вас они имеют разные жизненные циклы, если они лежат в разных репозиториях и по-разному релизятся, если у них разное версионирование, один увеличивает версии с такой скоростью, другой версии опаздывает увеличивать, и у него другая команда даже, которая занимается его версионированием, то, конечно, склейка этих двух компонентов будет определенной задачей. Хорошо, если у вас их 2, если у вас их 200, как наверняка в фирме Google и любой другой крупной фирме. В Google я не знаю, потому что у них много компонентов. Но представьте себе какая-нибудь крупная фирма, у которой один единственный продукт. Допустим, Uber, например, или Яндекс. Яндекс тоже это многопродуктовый. Представьте Uber какой-нибудь, служба заказа такси. Они все, что делают, это такси. У них один фронтенд и у них один бэкенд.
Но там внутри этого бэкэнда там сотни сервисов, сотни компонент, которые должны между собой как-то интегрироваться. И, конечно, у них у всех разные будут версии, и собрать это все вместе будет сложно, если у вас будут разные репозитории. Это их аргумент фирмы Google. Я не согласен с этим аргументом. Мне кажется, что эта сложность, она нужная, она правильная. Должна быть эта сложность. То есть должно быть непросто состыковать компоненты между собой. И эта стыковка, и эта трудность, которая возникает при стыковке, она приводит к качеству в итоге. Поскольку программистам сложно будет увязывать компоненты между собой, им придется писать больше интеграционных тестов. Им придется писать больше continuous integration систем, continuous delivery, deployment систем. У них будет более сложная и более, продуманная, и более глубокая система объединения всего вместе, чем если у них все в одном большом пространстве имен, в большом пространстве деплоймента, и все деплоится одной кнопкой, деплоится все. Они просто запускают там какие-то одни большие скрипты, и эти скрипты собирают все воедино и деплоят одним большим пакетом. Я бы так не делал. Я бы наоборот старался выделять из репозитория как можно большее количество независимых библиотек и компонентов. На прошлой лекции я вам говорил, что ищите возможность, ищите момент, где можно выкусить что-то из вашего приложения и сделать из него open source компонент. Отдельно стоящую, со своим релиз-циклом, со своими тестами, со своей документацией, со своей системой поддержки, со своим бэклогом, со своими pull-реквестами, со своей системой оценки качества. Все свое, все отдельно. И если вы так сможете сделать, что ваша центральная система останется небольшой, и она будет зависеть от сотни разных мелких компонентов, каждый из которых имеет свой репозиторий, свою систему поддержки, а еще и в идеале будут все open-source, то у вас будет куда более все элегантно и грамотно, чем у фирмы Google, которые strongly prefer. Так, ну и вот мой summary. У меня есть статья на моем блоге, я ее написал тоже довольно давно, вот в 2018 году, примерно параллельно с Яндексом. И мои доводы в плюс, я некоторые о них рассказал уже, ну вот давайте перечислим 7 пунктов. Первая инкапсуляция. Каждый репозиторий, если вы делаете по моему, по many репо, не монорепо, а many репо, то есть много маленьких репозиториев. Но первое, вы скрываете детали, как в объектно-ориентированном программировании. Один репозиторий не знает ничего о другом. Вы скрываете детали имплементации, это хорошо. Если я не знаю, как у вас внутри что-то имплементировано, я начинаю общаться с вашим интерфейсом, который вы контролируете. Если же я имею прямой доступ к вашим исходным файлам, то вы даже не знаете, что я из этих файлов возьму и как я их вызову. Получается интенсивный каплинг, который мы проходили. Мы начинаем сильно зависеть друг от друга, потому что мы находимся рядом. И, естественно, у моих программистов соблазн использовать то, что ваши программисты случайно оставили в случайных местах. Второе, fast builds. Быстрее сборка происходит. Когда у вас маленький репозиторий, вы можете за несколько секунд собрать целиком всю библиотеку. Когда у вас огромный репозиторий, вы будете ждать завершения сборки часами. Как разрабатывать в этом случае? Вам же неудобно. Вы же хотите быстро. Изменения внес, сбилдил, выложил на CI. CI показала сборку на 12 разных операционных системах. Все, вы посмотрели, 2-3 минуты прошло, у вас готова новая версия. Скорость разработки куда выше. Третье. Метрики более точные. Вы можете сказать, какого размера репозиторий, какой у вас каплинг, какой у вас cohesion, какие у вас параметры вашего ООП, какие у вас параметры классов. Вот все те метрики, которые мы проходили уже на этом курсе и будем еще проходить, они будут точные в вашем случае, потому что они будут касаться исключительно вашего репозитория, а не какого-то абстрактного месива из файлов, в котором еще 2 миллиона не ваших файлов. Вы можете измерить все очень удобно. Конечно, вы можете сказать, в огромном репозитории есть мой директорий, и на этом директории я работаю, и там все метрики применяю. Но будет же все равно какое-то пересечение с тем, что рядом находится, так или иначе. Гомогенный task-трекинг, это тоже, мне кажется, очень важно. Когда у вас бэклог, и этот бэклог привязан к вашей кодовой базе. И каждый тикет имеет связь с pull-реквестом, и только ваши тикеты в вашем бэклоге. Например, на GitHub. Если я сделаю огромный репозиторий, и в нем будет десятки разных модулей, то бэклог будет тоже очень шумный.
Мне нужно будет искать тикеты, которые меня касаются, долго. И нужно будет какие-то бэджи прикреплять, какие-то сортировки использовать. В этом бэклоге будет 10 тысяч тикетов, например, вместо 200 тикетов, как в малом репозитории. И по этим 10 тысячам нужно будет постоянно искать, и что-то будет там шуметь рядом, какие-то другие будут обсуждения, другие люди, другие тикеты. В общем, это все будет касаться других технологий. Я программирую на Java, они программируют на Python. И вот мы обсуждаем совершенно разное в одном и том же бактрекере. Мне кажется, это неудобно. Ну, единый кодовый стандарт. Мы про это проговорили, куда его легче зафорсить на малом репозитории, чем на огромной кодовой базе, где вас просто не примут в ваши кодовые стандарты. Потому что у них они другие. И все, и будет конфликт, и в итоге вы сойдетесь на минимально возможном, то есть на самом худшем кодовом стандарте. У вас останется просто базовые 3 правила. Не использовать символы табуляции, не делать имена файлов длиннее, чем 100 символов, и в конце файла не ставить 3 пустых строки, а только 2 и не больше. Вот это все ваши правила, которые вы сможете заинфорсить на огромной кодовой базе. Потому что все остальное, что бы вы ни пробовали, вы будете натыкаться на конфликты с другими командами. Ну и все, эти конфликты, они неразрешимы. Короткие имена. Это тоже очень важно. Если у вас огромный скоуп проекта, то у вас получаются длинные имена файлов, длинные имена директориев, длинные имена классов, потому что большой namespacing, namespacing очень крупный. И вам нужно, чтобы выделиться на этом фоне, чтобы ваш файл отличался от всех остальных, вы не можете его просто назвать user.java, потому что уже 400 таких user.java существует, и поиск будет очень неудобный для вас. Вам придется его назвать, super detailed my server in microservice x user.java. У вас будет имя 40 символов, потому что иначе по слову user Java вы будете находить 20 или 200 других файлов и путаться будете. Ну и последнее. Тесты упрощаются. Потому что зависимостей, у вас меньше получается зависимостей, и тестирование становится куда более компактным, мелким и удобным. Ну вот вы пишете, что Many-Repo это такой типа объектно-ориентированный подход. Да, во многом. Он очень похож на объектно-ориентированное программирование. Вы просто делаете то же самое только для пакетов. Считайте себе, что каждый ваш репозиторий это такой некий типа объекта. У него своя жизнь, свой жизненный цикл, свои тесты, своя сборка, свой смысл существования, своя ответственность, зачем он создан, что он делает, какую функцию выполняет. И тогда у вас получится... И более того, многие репозитории, которые мы вот используем в проекте, они создаются, отлаживаются, релизятся, и забываем мы про них. У них появляется стабильная версия, и мы эту стабильную версию используем много лет подряд. И в этом репозитории волатильность, та метрика, о которой я вам говорил, невысокая, потому что все файлы, их там, допустим, 20, они все были изменены в момент создания репозитория. Их изменили, настроили, отладили, тестами покрыли и забыли, и стабилизировали эту версию. И она стоит, мы ее используем в основном репозитории, где вся активная разработка ведется. Но этот модуль, с ним уже нет никаких, у него нет, его жизненный цикл нас уже не касается. И это правильно, так должно быть. В 1998 году была предложена метрика Code Churn. Такое ее название. Интересно, мы сейчас обсудим, почему она так называется. Но до того, как мы обсудим почему, обсудим, что она такое. Предлагается, как говорят авторы этой метрики, они говорят, что мы можем измерить decrease или increase, то есть увеличение или уменьшение системной complexity as measured by selective metric code delta. Или, есть метрика code delta. Давайте от нее сначала начнем танцевать. Код дельта это то, насколько изменился код от версии к версии. Ну или за интервал времени или от версии к версии. Вчера у нас в коде было 50 строчек текста, сегодня у нас 20 строчек текста. Значит, дельта у нас минус 30. Для нашей версии относительно предыдущей версии наша дельта это минус 30. Вполне себе понятная метрика, называется код дельта.
А также они предлагают измерить total amount of change the system has undergone between builds as code churn. Total change. Total change – это и плюс, и минус, объединенные в одну метрику. То есть, если у меня в первой версии было 50 строчек кода, а во второй версии, следующей за ней, стало 20 строчек кода, то это не значит, что churn у меня минус 30. Дельта минус 30, да. Но churn, нужно посмотреть, что там произошло. Если, допустим, я из 50 строк, если я из 50 строк сделал 20, то дельта здесь будет минус 30. Но, допустим, я из 50 я добавил сюда 100 строчек и удалил отсюда 130. В итоге я получил, да, действительно 20 на выходе. Но 100 добавил, 130 удалил. Так вот, churn у меня будет, дельта у меня будет минус 30, а churn у меня будет 100 плюс 130, 260. Churn всегда положительный. То есть churn это сумма этих двух цифр без знаков, игнорируя знак. Идея, я думаю, понятна. Churn это total, что там всего произошло. Общее количество событий с кодовой базой. Каждое событие это изменение какой-то одной строки. Или ее удаление, или ее добавление, или ее модификация. Что бы там ни случилось, мы смотрим, сколько строк было задействовано. И в итоге суммируем и получаем, что у нас дельта это вроде бы мы пошли в минус, но churn у нас вполне себе большой. Вот эти исследователи предложили такую метрику. Так, сори, да, я вас обманул. Не 260, 230, сори. Вы правильно заметили. 230. Да, 100 плюс 130, 230. Сори. Что такое churn? Английское слово. Я не думаю, что вы его знаете. Я его не знал, по крайней мере, до этих лекций я не знал об этом слове. Оказывается, что churn это вообще существительное churn это устройство для приготовления масла. То есть по-русски это маслобойня. Вот в такой вот аппарат деревянный, это было давно, это античное такое, древнее, средневековое приспособление, деревянная бочка, в нее сверху заливается молоко, и дальше на большой скорости вращается барабан. Через какое-то время, как пишут, через 40-50 минут у вас внутри этого барабана будет масло. Собьется это молоко воедино, вроде бы так пишут, я не знаю, надо попробовать, я не уверен, что получится, может быть, с первого раза. Но после длительного вращения и интенсивной обработки у вас получится масло. С комочками такими соберется, и можно будет это масло собрать со стенок этого барабана и на хлеб намазывать. Это churn, маслобойня. Но есть слово churn rate. Википедия говорит, что churn rate это количество или пропорция того, что... Так, вы мне тут рисовать решили. Как вам это отключить? Вот так. Это количество того объема клиентов, которых мы не можем обслужить, я так понимаю, и которые уходят из клиентской базы со временем. То есть некий объем потерь от ведения бизнеса или во время ведения бизнеса. Attrition rate, turnover. То есть если совсем упростить, то это количество, допустим, программистов, которые были в нашей команде, а потом ушли за год. Если нас в течение года нас было 100 человек, а в конце года нас стало, допустим, не знаю, там 80 человек, но при этом ушло 40, а пришло 20, то вот этот churn rate это будет 40, я так понимаю, который moving out. Хоть на выходе нас и осталось, вроде бы казалось бы 100 минус всего лишь 20, но движение было куда больше. Нас ушло много, потом еще пришло к нам какое-то количество, но churn rate он
показывает максимальную потерю, которую мы испытали за год. Видимо, они из этого термина исходили, из churn rate, и взяли его в программирование. Сказали, что у нас есть code churn. Давайте посмотрим на motivating example, хотя, мне кажется, я вам уже рассказал подробно, но тем не менее. Представьте себе, у нас, читаем слева направо, представьте себе, что у нас есть, как бы мне убрать эту, ваши рисунки, ваши, вот так, да? Представьте себе, что у вас есть коммит слева, первый коммит, вы сделали его вот таким образом. Класс book, в нем один атрибут, один конструктор, все хорошо. На следующем у вас пока в этой точке ваш churn 0, потому что мы только стартуем. Дальше commit, что он мне показывает? Как он мне это подчеркнул? Какой-то уже искусственный интеллект. Churn, так? Да, у вас он нулевой. Делаем commit номер 2. Мы добавляем вот эти строки. 4 строки мы добавили и убрали слово final. Посмотрите, слово final вот отсюда оно ушло. Значит, у нас произошли изменения в этой строке и добавились эти 4. Получается, у нас код churn плюс 5. Удаления не было, 5 строк добавили. И, наконец, commit номер 3. Мы сделали, добавили слово final, то есть эту строку мы модифицировали. Здесь мы опять вернули слово final назад, то есть эту строку мы тоже модифицировали. И удалили 2 строки внизу. Вот эти 2 строчки, они ушли. Получается у нас минус 1 здесь строка, минус 1 здесь строка, плюс 1 модификация, плюс 1 модификация. В итоге у нас плюс 2, минус 2. 2 строки в плюс или модифицированы, это одно и то же. И 2 строки в минус, то есть удалены. Какой у нас дельта от коммита 1 до коммита 3? Дельта у нас плюс 3. Посмотрите, сколько у нас строк добавилось, точнее, сколько строк изменилось. Если вы сравните вот этот код слева с этим кодом справа, то вы увидите, что поменялась одна строка верхняя и добавилось 2 внизу. То есть у нас всего плюс 3 и 0 удалилось. Вот наша дельта, плюс 3. А churn у нас плюс 7 минус 2, потому что мы просуммируем все плюсики и просуммируем все минусики. Плюс 7 минус 2 равняется 9. Потому что, помните, мы складываем без знака. Плюс 7 и 2 вместе 9. Наш churn 9, а дельта 3. Churn обычно больше, чем дельта, а иногда равен. Но меньше он, чем дельта, быть не может. Сами понимаете почему. Смотрите, какую они таблицу в своей статье показали. Смотрите на картинку. Они нам показывают номер билда. Первая колонка – это номер билда, то есть система меняется. Они ее показывают как билды, не как версии, а как билды, пускай будет так. Вы можете себе спокойно представить, что это версии в системе контроля версий. Дальше RCM, я не знаю, что такое, не помню, не принципиально. Нас интересует дельта и churn. Дельта иногда, как вы видите, бывает отрицательной. Причем она у них почему-то дробная, а не целая, не принципиально. Может быть, это в тысячах. Например, это 5000 строк кода, миллион строк кода и так далее. Не суть важно. И churn. Churn, вы видите, всегда больше, чем дельта и всегда положительный. Даже когда у нас дельта минус, то есть в этот момент времени в этом билде произошло удаление строк, тем не менее churn всегда остается положительный. Churn растет всегда вверх, он накапливается. Чем дольше мы работаем с кодом, чем у нас больше этого черна. А вот количество строк кода, они могут, как мы их проходили на первой лекции, количество строк кода может быть меньше, может быть больше, оно может сойти на очень малые цифры, но при этом сам churn будет продолжать расти, неумолимо двигаться в бесконечность. Чем больше мы работаем с кодовой базой, тем этот churn становится крупнее. И они здесь говорят, что проблемы с код-дельтой именно в том, что это не дает нам, it doesn't give an indicator how much change the system has undergone. То есть мы, глядя на дельты или глядя на строки кода, мы не всегда можем или почти никогда не можем точно сказать, через какие изменения прошла система.
как много там поменялось. Мы только видим конечный результат. И можно взять систему на входе из 1000 строк. Команда программистов будет работать месяц над этой системой, на выходе будет 2000 строк. Но это совершенно не значит, что команда написала просто еще 1000 строк. Совершенно не значит, скорее всего, она написала, может быть, 20 000 строк, но написала, удалила и пришла к каким-то новым 2000. Важно попробовать посмотреть, через какие же изменения прошла эта система. Ну и вот смотрите, что говорят ресерчеры в 2015 году. Опять же, на основании своего анализа, они говорят, что они конклюдят на основании своих данных, что коммитить файлы с общим, большим, с кумулятивным код-черном, то есть those of longer change history, is more likely to result in negative maintainability change. Вот мне здесь нравится слово, точнее важно слово кумулятивный. Имеется в виду, видимо, тот код churn, который накопился у вас локально, пока вы редактировали файл. Вы же, когда присылаете commit, вы присылаете pull request, точнее, у вас к каждому файлу будет какой-то набор изменений, который накопился за то время, пока вы работали со своей веткой. И общее количество изменений, которые вы сделали в файле, в каком-то одном, оно будет, оно будет суммарным по всем тем коммитам, которые вы сделали к этому файлу. Или просто GitHub вам покажет как общий суммарный код черн по файлу. В общем-то, здесь кумулятивный, GitHub выполняет эту функцию. GitHub вам соберет общий код черн и покажет, какие общие изменения. Поэтому мысль отсюда мы достаем именно ту, которую только что озвучивали. Что чем больше вы меняете внутри одного pull реквеста, тем труднее будет людям понимать то, что вы сделали, и в общем, в целом вы скорее навредите репозиторию, чем поможете. Ну и давайте пару цитат из технической литературы, не научной пока, а просто технической такой популярной литературы. Авторы говорят, что технический долг, он вредит, он доставляет проблемы. Ну, возьмем классическую книгу Мартина Фаулера, нашего любимого, книга «Рефакторинг» называется, кто ее не читал, категорически рекомендую. Именно этим авторам было предложено термин «рефакторинг», и вы наверняка знаете, что такое рефакторинг. Это модификация кода без изменения его семантики. Мы берем ту же сортировку, она также сортирует, как сортировала, но мы делаем небольшие изменения в ней, так, чтобы код работал как-то поинтереснее, или выглядел получше, или в нем было бы меньше технического долга. То есть в нем было бы меньше того, что нам не нравится, того, что мы бы, если бы могли, и не писали бы в первый раз, когда мы его писали. И вот он говорит, это цитата из книги, он говорит, что, видите, они так и называют, interest payments, то, что я вам сказал. То есть проценты, они вполне себе используют терминологию банковскую, проценты. И вот он говорит, что вы можете выдержать некоторые проценты, но если эти выплаты слишком большие, вы будете, как вот правильно сказал Артем, будет банкротство, overwhelmed, то есть перегрузитесь вы этими выплатами, у вас будет слишком много необходимости рефакторить. Ну и дальше он говорит, что важно управлять этим долгом, то есть немножко постоянно делать рефакторинг, постоянно контрибьютить, улучшая свой код, даже там, где можно было бы этого не делать. Тогда в итоге у вас будет снижаться общее давление этого долга на вас и на ваш репозиторий. Первая статья, которая интересна, они все достаточно свежие, 2014 год, то есть буквально 10 лет назад, предложен был термин self-admitted technical debt, то есть технический долг, который программист осознанно создает и более того, еще и признается в этом, и еще и зачастую письменно признается. То есть речь идет об этих самых to-do и fix-me маркерах, о которых вы уже сегодня говорили. Когда я делаю что-то неправильно, я не просто по ошибке это делаю, а я понимаю, что я допускаю ошибку и осознанно эту ошибку помещаю в репозиторий. И пишу там еще сверху зачастую. Вот здесь, в этом месте, надо бы сделать по-другому, но времени нет, поэтому
позже. Потом кто-нибудь заходите и делайте. Это называется self-admitted technical debt. И вот интересный статистическое наблюдение, которое они сделали. Они говорят, что программисты с более высоким опытом создают больше этого самого технического долга и в этом признаются. Казалось бы, должно быть наоборот. Чем более грамотный специалист, тем он, наверное, должен меньше делать этого. А вот нет. И я понимаю эту логику. Это действительно так. Наверное, это связано с тем, что технические специалисты более высокого уровня, они чувствуют себя комфортнее в кодовой базе. Они понимают, что ошибку, которую они сегодня допустят, через какое-то время они же смогут и исправить. Им это доступно, они понимают, как исправлять. А джуниор-программисты, они побаиваются делать такие ошибки, потому что не понимают, к чему это может привести. Их это сдерживает. Они лучше сделают правильно, чем пойдут на дефект. Это первое. И второе, я думаю, что еще во многом это связано с тем, что senior-девелоперы, они чаще всего ревьювят junior-девелоперов, но не наоборот. И когда junior-девелопер присылает этот самый self-admitted technical debt, то его просто реджектят. У него не принимают такие изменения. Отправляют его на доработку, потому что его время стоит дешевле, его можно попросить доделать, он недорогой специалист, поэтому пусть переделывает. А тот, который подороже, тот, который senior developer, он написал пузырьковую сортировку. У него нет времени писать другую, и он ленивый, он дорогой, и он говорит, пока пускай будет так, я беру на себя ответственность. Я готов принять все последствия на себя. Я понимаю, что здесь это сойдет и так. Здесь эта сортировка никакой роли не играет, ее скорость нам нужно просто как-нибудь. Поэтому окей. То есть люди более способны нести более крупную ответственность на себе. Поэтому, видимо, так и случается. Ну и второй вывод интересный. Они говорят, что время и сложность кода никак не коррелируют с количеством этого self-admitted technical debt. Сложность не коррелирует. То есть в разные места может попадать этот самый технический долг, эти вот маркеры, to-do маркеры во всех местах кода могут находиться, неважно, сложный это код или несложный. Еще одна статья, более свежая, буквально пару лет назад, говорит о том, они провели исследование, проанализировали мнение разных программистов, некой фокус-группы, и увидели, что наличие технического долга в кодовой базе снижает мораль, это боевой дух, я бы так перевел это слово, боевой дух программистов, их мотивированность и их желание заниматься работой. Потому что он hinders, то есть затрудняет, тормозит или как-то препятствует выполнении их задач и achieving their goals и достижению прогресса. Посмотрите, как работает puzzle-driven development. Это вся история в одной картинке. Делает человек коммит номер 1. Читаем слева направо. Коммит номер 1. Я программист, я присылаю на ревью функцию Fibonacci. Функцию, которая должна считать число Fibonacci. На вход поступает число. Дальше, если оно меньше либо равняется двойке, то возвращаем единицу. А дальше я не знаю, как имплементировать функцию Fibonacci. Я программист, у меня нет времени разбираться, мне лень, у меня отпуск, какие могут быть угодно причины. Я написал половину функционала. И даже написал тесты на этот функционал. И они даже проходят, эти тесты. И я даже написал еще один тест, который не проходит. Потому что не знаю я, как посчитать число Фибоначчи для цифры 9. Я в этом не разбираюсь. Может быть, кто-нибудь разберется другой. Я пошел. Рабочий день закончился. Возьмите от меня хотя бы это. Это мой технический долг. И я описываю свой технический долг с помощью так называемого пазла. Мы называем это пазл. Это можно назвать to do, fix me. Мы такое слово используем как пазл. То есть задачка. Пазл, который должен, как
знаете, такие пазлы, которые собирают люди на столе, где каждый пазл должен свой элемент картинки заполнить. Это один из пазлов. У нас картинка существует, мы картинку нарисовали, но не хватает одного пазла в серединке. Нужно его туда поставить. И мы описываем на английском языке с маркером to do в начале, описываем, что нужно сделать. И пишем I don't know, как это сделать и так далее. И уходим. Коммит ложится в мастер-бранч. Все тесты проходят, сборка проходит. Код написан правильно, чисто. Он просто не до конца работает. Он incomplete. У меня технический долг. Коммит номер 2. Приходит другой программист. Или тот же, или другой, неважно. Открывает этот код. Ему, этому программисту, почему он приходит? Вот секунду, давайте шаг назад. Мы положили этот коммит в кодовую базу. Вот он лег. И как только он попадает в кодовую базу, вот этот текст, который здесь в репозитории находится, его инструмент специальный, я вам покажу сейчас какой, сканирует кодовую базу, находит этот блок текста и делает из него тикет. Например, тикет номер, какой-нибудь там, не знаю, 250. И говорит, у нас новая задача появилась. У нас тут в коде есть технический долг, мы знаем его место, мы знаем, где он находится, мы знаем его идентификатор условный, и мы делаем новый тикет 250. И назначаем этот тикет какому-то программисту. Программист стартует эту задачу 250 и начинает ее имплементировать. Он открывает этот код и делает, смотрите, какой интересный. Он здесь прочитал, что должно работать для цифры 9. Он пишет для цифры 9 новый тест. Вот он его дописал сюда. И делает такую бестолковую имплементацию. Если входящее число 9, то верните 34. Работает? Работает. Но он тоже не знает, как дальше. Он знает, как сделать так, чтобы проходил этот тест, но он не знает, как сделать так, чтобы проходили все остальные тесты. Он снова добавляет новый пазл. У нас получается сейчас код, который вы видите, вот во втором коммите, он уже бракованный немного. Если первый код из первого коммита, он был еще пока окей, в нем была часть имплементации рабочая, живая, вторая часть была просто выкушена, и ее просто не было, то во втором коммите программист сделал прям явную ошибку. Он прям сделал, захардкодил туда return 34. Сами понимаете, что это дефективный функционал. И тем не менее мы принимаем этот коммит, мы снова его кладем в мастер-бранч. Почему? Мы прощаем программисту этот дефект. Потому что он делает немножко шаг вперед, он продвигает разработку дальше. Он не тормозит ее. Да, у него не получилось. Да, он не разбирается, как это должно работать. Мы это прощаем ему. Лишь бы движение шло вперед. Кто-то из вас может сказать, слушайте, но тогда мы зайдем вообще, может быть, совсем в дефективную имплементацию. Наш опыт показывает, что да, такие случаи бывают, когда программист кодит что-то, ставит эти маркеры и пишет, слушайте, я как-то закодил, нужно дальше продолжить, я не знаю как. Мы это принимаем, а потом на следующем цикле понимаем, что мы разрешили ему сделать, слишком дефективно написать. Это не беда, мы возвращаемся назад, переделываем новые коммиты, снова новые маркеры и так далее. Главное – количество коммитов. Скорость и количество. Быстрота изменений в репозитории, количество изменений – это важнее, чем супервысокое внимание к качеству каждой имплементации. Если только каждый коммит проходит все уровни контроля качества. То есть там собираются все тесты, там проходит весь статический анализ, там проходит весь стайл-чекинг и так далее. Мы тогда принимаем это все. Важно, что весь технический долг находится под контролем. Мы знаем локации каждого to-do маркера, и они все пронумерованы. Я вам сейчас покажу, как наш инструмент нумерует их. Инструмент называется ZeroPDD. Это такой сайт, он бесплатный, он даже исходники его бесплатные. Можете посмотреть, как он написан. Он написан на Ruby, хостится он на Heroku, и к нему можно подключиться из любой точки. Даже если у вас приватный проект на GitHub или публичный проект на GitHub, вы можете на этот сайт включиться, и он будет как робот выполнять ту задачу, о которой я вам рассказал. То есть каждый раз при коммите в мастер-бранч к нему будет уходить веб-хук на этот сайт. Он будет скачивать свежую версию вашего репозитория, находить те пазлы, которые появились, и для них создавать новые тикеты. А пазлы, которые вы позакрывали,
Он будет удалять тикеты и говорить спасибо, тикет закрыт. То есть он будет контролировать часть бэклога. Список ваших задач, он будет часть из них создавать и их же закрывать. Это такой как бы электронный менеджер, который находится у вас в проекте, который какие-то задачи создает, подбрасывает и их же закрывает. Ну такой, он был создан 10 лет назад, то есть никакого ИИ там внутри нет пока. Но он работает именно так, как менеджер, который помогает. У нас к нему подключены сотни проектов, с которыми мы работаем, и там более 1000 проектов чужих, которые другие, которые не наши. И таких альтернатив есть еще. Это не единственное решение на рынке. Есть, по-моему, 2 или 3 подобных решения, которые делают что-то подобное. Но мой проект, вот этот Zero PDD, он был первый. Когда я его создавал, еще GitHub. Еще GitHub не... Нет, GitHub уже был, но на GitHub еще не было GitHub Actions вообще. Никакой CI/CD там не существовало. Это было еще во времена до автоматизации через GitHub Actions. Метрика называется Code Coverage. Это тестовое или кодовое покрытие кода тестами. Давайте с примера начнем. Слева у нас такой live код или feature код, как его называют. То есть, собственно, программа, которую мы тестируем. Она число Фибоначчи рассчитывает, на вход к ней поступает n, и она дальше проверяет, если n меньше либо равен нулю, то она возвращает 0. Если n меньше либо равен двойке, она возвращает единицу, а в остальных случаях она выполняет рекурсивно, дважды вызывает саму себя и получает число Фибоначчи. Функция рабочая, все в ней хорошо, ошибок нет. Давайте посмотрим, что будет, если мы запустим вот такие два теста. Первый раз мы вызовем ее с аргументом единица, и второй раз вызовем с аргументом двойка. Какие строки из программы слева будут выполнены во время выполнения этих двух тестов? Вот те, которые зеленым помечены, те и будут выполнены. Те, которые не помечены зеленым, те, которые остались черного цвета, они не выполнятся. То есть мы можем вполне себе уверенно сказать, что этот тестовый код, который справа написан, он не целиком покрывает программу слева. Что-то покрывает. Какие-то строчки действительно он затрагивает. Но если я, допустим, в этой программе слева исправлю цифру 0 на цифру 50, вот здесь, то эти тесты скажут окей, потому что недостаточное покрытие. Так вот формулируется эта проблема. Покрытие тестами недостаточное. Оно существует, но в нем есть белые пятна. И можно даже нарисовать, я вам в конце лекции покажу, как это делается, можно даже нарисовать карту этого покрытия. Существуют инструменты, которые покажут вам, где в вашем коде вот эти самые белые пятна. А здесь, смотрите, у нас даже такое большое белое пятно. Мы вообще не знаем, что будет вот здесь. Вот если я вместо этих двух строчек напишу здесь строчку, например, не знаю, там, exit 5, то есть, чтобы программа вообще прекратила свое выполнение, то эти тесты все равно скажут, что у меня все окей с моей функцией Фибоначчи. Не будет никаких нареканий со стороны тестов. Очевидно, что это интересно, иметь такую метрику. Давайте обсудим, какие еще бывают coverage. Я вам сказал, что line coverage это самый примитивный способ покрытия. Действительно, это самый базовый. Просто посмотреть по строчкам. Есть более сложный, например, statement coverage. Представьте себе, что у вас будет, например, такая программа. В ней будет написано, например, x равняется 3, а потом будет написано, если там чего-нибудь x равняется 4. И все это будет одна строка 42. То есть вы понимаете, что на этой строке находится два стейтмента. Первый и второй. Если мы будем считать только количество строк, на которые мы наткнулись, то мы можем вполне себе пропустить вот это выражение. То есть мы наткнулись сюда, x равняется 3, мы выполнили, if мы выполнили, но не зашли в условия. X равняется 4 мы никогда не выполняли. Хотя по лайнам мы прошли все, что нужно. Но по стейтментам у нас их 1, 2 и 3, ну там 4 вот, допустим. Это у нас первый стейтмент, второй, третий и четвертый. Всего у нас их 4.
Но попадя на эту строчку и не зайдя в x равняется 4, у нас будет statement coverage 75%, в то время как line coverage будет 100%. Следующее это branch coverage. Мы можем посмотреть количество ветвлений, которые могли вообще произойти при выполнении программы. Это похоже на то, что мы обсуждали в Cyclomatic Complexity, если помните. Мы тогда говорили, что Cyclomatic Complexity как цифра, это в общем-то количество потенциальных условий, которые могут быть true или false на всем пути выполнения алгоритма внутри заданного блока кода. Допустим, это цифра 10 внутри вашего кода. Так вот, branch coverage это сколько возможных поворотов вы сделали из всех возможных. То есть, если у вас вот такой алгоритм в программе, допустим, вы попадаете сюда, давайте я вам блок-схему нарисую. Вот у вас, например, ветвление, и вы уходите сюда, потом у вас опять ветвление, вы можете пойти сюда, вот так, и все это сходится в конечную точку. У нас два ветвления, первое и второе. Так вот, если мы при запуске программы прошли вот так, потом прошли вот так, наши тесты. Первый тест провел нас по этому пути, второй тест провел нам по второму пути, а по третьему пути наш тест не провел. То значит, у нас branch coverage будет 2 из 3. Существует еще function coverage. Всего у вас в программе какое-то количество функций. Методов в классе или функций. Их, допустим, у вас, не знаю, 1000 во всей программе. Запустите все ваши тесты и в конце посмотрите, сколько функций было вызвано, а сколько не было вызвано совсем. Обычно, конечно, если мы пишем тесты, то, конечно, function coverage будет близкий к 100%. Это достаточно грубая метрика, просто посчитать количество функций. Можно еще посчитать количество классов. Сколько классов было вообще использовано. Зачастую эта метрика будет 100%, если вы пишете тесты какие-то более-менее полезные. И вот еще два таких экзотических кавериджа: линейный код sequence and jump coverage. Я даже сейчас вам не скажу, что это такое, можете сами почитать. И modified condition decision coverage. Это что-то близко к condition coverage. Не суть важно. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, это не принципиально. Вы можете это сами изучить. Главное, чтобы вы понимали суть. Нас интересует под разными углами посмотреть на то, где побывал компьютер, когда выполнял вашу программу. И мы хотим, чтобы эта цифра была повыше. Теперь к самому главному вопросу. Измерять ли coverage или нет? Это главная тема для дебатов уже лет, наверное, 40 или даже больше. Читаем первоисточники. 1969 год. На секундочку. Пишет нам в IEEE Transactions статья о том, где, я так понимаю, что это статья, в которой впервые был предложен термин coverage. Смотрите, что они говорят. Disciplined, обратите внимание на слово discipline, дисциплинированный тест-контрол процесс состоит из 5 шагов. Первый шаг. Мы устанавливаем intended extent of testing. То есть мы решаем, что мы будем тестировать. Дальше intent. Наше намерение мы определяем. Дальше мы создаем список функциональных вариаций, eligible for testing. То есть решаем, что тестировать в области кода. Сейчас я это все на русский язык переведу. Дальше третьим шагом мы определяем, какие нам наиболее важные места в нашем коде протестировать. Потом мы калькулируем тест coverage, который у нас получился, и проверяем, что то, что у нас получилось, соответствует тому, что мы планировали. То есть сначала мы запланировали, что у нас будет 75% coverage условно. Потом мы запустили, протестировали, и в конце мы проверили. У нас получилось добиться той цели, у нас получилось добиться того тест-кавериджа. Покрыли ли мы то, что хотели? А теперь посмотрим стандарты международные. Я нашел 4 стандарта, которые касаются так или иначе безопасности и надежности при разработке программного и аппаратного обеспечения для разных индустрий. Например, для автомобилей, для
электронных систем для самолетов и для медицинских устройств. 4 стандарта. Если вы будете делать какое-то медицинское оборудование и для него писать софт, и вам за это будет платить, допустим, госпиталь или платить государство, да неважно кто. Главное, чтобы вы на выходе сделали оборудование, которое должно быть сертифицировано. Например, вы делаете какой-нибудь, ну не знаю, даже самое простое оборудование, датчик давления, который измеряет человеку давление. Казалось бы, ну, ерунда какая-то. И тем не менее, он может сбоить, он может показывать неправильные цифры. И от этого может зависеть решение, которое принимает врач. Он может ему уколоть что-то понижающее давление или наоборот что-то повышающее давление. А потом пациент пострадает, и в суде врач скажет: так датчик так говорил мне, что давление высокое, я как должен был определить, что оно низкое? Ну, датчик говорит, у него 150 на 100. Но я ему уколол понижающее, а у него было уже 90 на 60. Вот оно еще ниже упало. Ну и человек там в кому, например, попал. Кто виноват? Датчик. Давайте разберемся. Датчик должен быть сертифицирован. Вы должны его так разработать. Не просто для него код написать на C++, а вы должны потом этот код пройти сертификацию по нему. И когда вы будете проходить сертификацию по этому стандарту, вам сертифицирующий орган придет к вам, сотрудник этого органа, вы ему заплатите деньги за эту сертификацию, он сядет рядом с вами и скажет, откроет страницу этого стандарта, это все скриншоты из стандартов, откроет страницу, тут не написано какая, но в общем таблица B2, например, из стандарта, вот этого стандарта, таблица B2, и скажет, так, function coverage у вас делается, а statement coverage вы контролируете, а branch coverage вы контролируете. Вы заявляете, что у вас оборудование там какой-то сил 3-го уровня. У вас должен быть контроль и этого, и этого, и этого. А если у вас этого нет, вы с этим датчиком давления на рынок не попадете. Он будет не сертифицирован, к продаже не допущен. И добавляйте код coverage. Не истории нам рассказывайте о том, что код coverage это не так уж важно, что это бла-бла-бла. У нас есть стандарт. И по стандарту вы должны контролировать эти все coverage. И так в каждом стандарте. Вот видите, если у вас тут какие-то левелы есть, А, Б, С, Д, Е, Ф. То есть, если вы делаете оборудование, которое, допустим, никакого эффекта не приносит, тогда coverage level нас не интересует. А если вы делаете то, что может привести к катастрофическим последствиям, то вы должны контролировать и такой coverage, и такой coverage, и такой coverage. MCDC, это из, помните слайда наверху, это какой-то там decision coverage и какой-то еще coverage. Не суть важно, это мы сейчас в детали эти вникать не будем. Я просто вам показываю, что 4 стандарта, отечественного стандарта я не нашел, это все какие-то international стандарты, американские, европейские. Но совершенно очевидно, что это люди давно согласились, что так нужно делать. Ну и, наконец, где увидеть этот coverage? Мы автоматизируем сборку coverage с помощью, сейчас вам скажу чего, несколько софтов вам приведу, покажу, что вы можете использовать для того, чтобы собрать coverage. Но вы можете это сами найти. Вы можете Google, код coverage для вашего языка программирования. Они существуют, open source, написанные давно, люди все это сделали. Но есть такая площадка CodeCav, на которую вы можете бесплатно выложить отчет о своем покрытии. А это всегда некая визуальная информация. Помимо того, что у вас в конце будет цифра, процент покрытия, вам зачастую будет интересно понять, откуда она берется. Для того, чтобы ее повысить. Чтобы вы смогли увеличить coverage, вам нужно увидеть те места в коде, которые не покрыты. Как мы сегодня смотрели визуально. Вы то же самое захотите увидеть на своем коде. Вам эта система поможет это сделать. Ну, вот, например, вот такую картинку она вам нарисует. Покажет вам line coverage. Это картинка из одного из наших репозиториев. Мой продукт на Rust написан. Красным она подсвечивает те строчки, которые не выполнены, а зеленым те, которые покрыты. Белым это те строчки, которые и не могли выполниться. Допустим, пустые строки или просто вот эти фигурные скобки. Это все строки, которые и не должны были выполняться. Зеленым то, что должно было выполниться и выполнилось. Красным то, что не выполнилось. Ну и некая вот видите, такие вот значки, это значит, что, внимание, смотрим, эту функцию ни разу никто не вызывал во время теста. То есть, что бы здесь ни было написано, это все, никто не знает, работает ли это вообще. Это вот серьезная проблема. И вот если вы с таким софтом выйдете на медицинское оборудование и скажете, да, мы написали измеритель давления, пожалуйста, а сертифицирующий орган откроет, а у вас вот такая картина.
Ну, вот поставьте себя на место этого сертифицирующего органа. Было придумано мутационное тестирование, mutation testing, причем довольно давно. Перед тем, как я вам расскажу, кто его придумал, давайте посмотрим, как оно работает. Делается следующее. Вот вам пример примитивного mutation тестинга. Слева тот же код Фибоначчи. Снизу те же тесты, которые вы уже видели. Делаем следующие манипуляции. Мы создаем два мутанта, так называемых. Мутант первый, мутант второй. Каждый мутант – это наш исходный код, но немножко модифицированный. Немного подправленный в каком-то из мест, где можно было его подправить. Например, здесь мы цифру 1 заменили на цифру 2. А в этом мутанте мы оператор сложения заменили на оператор умножения. То есть мы испортили исходный код. Теперь мы запускаем наши тесты на каждом мутанте. Здесь запускаем и здесь запускаем. Получается, что мы тестируем не исходную нашу программу, а каждого мутанта. У нас, получается, запусков наших тестов будет столько, сколько мы наплодили мутантов. У нас их два, мы два раза запустим тесты и посмотрим, тесты сработают, то есть убьют ли они мутанта или нет. Называется kill, то есть мутант будет убит или не убит. Если тест скажет, что я fail, то есть я нашел ошибку, то есть здесь тесты все проходят, все чисто. Теперь мы берем мутант номер 1, запускаем все тесты, и тесты говорят, стоп, что-то сломалось. Значит, тесты смогли убить мутанта. Здорово. Если тесты говорят, ничего не сломалось, все как было, так и есть, то они не заметили мутанта. Мутант есть, код модифицирован, а тесту все равно. Тест не обратил внимания. Так вот, в нашем случае ни один из этих мутантов убит не будет этими тестами. Ни в первом, ни во втором случае тесты не дадут сигнал об ошибке. Все пройдет, как будто бы мы не мутировали, как будто бы код не модифицировался. И это, конечно, даст нам нулевое покрытие, нулевое мутационное покрытие. Это значит, что у нас код coverage 100%, line coverage, branch coverage и так далее. Но это мало о чем говорит, потому что у нас mutation coverage нулевой. Наши тесты настолько слабые, что даже два примитивных мутанта они убить не смогли.